Всем большой привет, с вами Настя, и тема сегодняшнего видео — плетеное дно для прямоугольных или квадратных коробов. Покажу очень подробно, как сплести само дно, как вывести стойки для дальнейшего плетения стенок и с какими трудностями можно столкнуться. Классический вариант выплетания прямоугольного дна предполагает выкладывание стоек одинарных, двойных или тройных и их проплетание узором ситец. Так какие же стойки лучше выбрать? Если изделие у вас очень-очень маленькое, то смысла укреплять дно нет никакого, потому что нагрузки практически никакой на дно не будет. Если же у вас наоборот очень большая площадь плетеного дна, то есть веский аргумент сделать эти стойки тройными. Ну а если у вас стандартные размеры, такие, например, как 30 на 40 сантиметров, то вообще не стоит заморачиваться. Стойки двойные очень даже подойдут. Также влияет расстояние между стойками на прочность дна. Поэтому я всегда рекомендую выкладывать их на расстояние не более 3 сантиметров друг от друга. Когда я только начинала осваивать плетение прямоугольного дна, то в мастер-классах разных мастеров встречала такой вариант. Вот у меня есть форма определенных размеров. Выплеталось дно чуть меньшего размера, затем стойки наращивались по всему периметру и далее проплетались двумя, тремя и так далее рядами двойной, допустим, веревочки. И проблема всегда возникала вот четко вывести стойку по углам формы. Даже если у меня это получалось, то всегда конфуз случался при выплетании вот этих вот уголков. Там либо все было нагружено всякими виточками или оставались наоборот зазоры. В общем, я для себя решила этот вопрос. Я всегда плету дно четко по размерам дна своей формы. После того, как мое дно сплетено по четким размерам формы, я плетаю его еще одним рядом двойной или тройной веревочки. Для чего я это делаю? Во-первых, четко фиксирую это дно, чтобы оно не ходило у меня по диагонали. Во-вторых, если я после того, как сплела дно, сразу стойки начну загибать, поднимать наверх и плести первые ряды, да, фиксируя стойки, то между дном и первым рядом плетения у меня всегда образуется зазор. Если я дополнительно проплету ряд двойной или тройной веревочки, в зависимости от того, какой ряд я буду прокладывать на стенках, то этот зазор будет сводиться к минимуму, так как образует ровно такую же толщину стенки. Еще один немаловажный момент – это оптимизация количества трубочек, который идет на каркас изделия, а именно на выкладку стоек будущего изделия, дна и стенок. Смотрите, сейчас я трубочки выложила, и я вижу, что их длины мне хватает, в принципе, при выплетании дна изделия. Далее я должна буду с каждой стороны нарастить дополнительные стойки, чтобы начать выплетать стенки изделия. Изделие в высоту у меня будет небольшое, и поэтому больше половины или половину ровно трубочек мне придется просто обрезать и пустить в утиль. Я принимаю решение нарастить изначально их между собой, вот в этом месте, выложить его ровно посередине и затем пустить длину этих же трубочек на выплетание стенок, длины которых мне хватает вполне. Поэтому я стойки свои буду располагать вот таким образом и начинать плести дно изделия от этого момента и до этого. Каждая корзина или короб уникальная по своим размерам или формам, и поэтому также уникальным будет решение по подбору необходимого количества стоек для вашего изделия. Хочу добавить, что, допустим, вот в этом случае, когда наращивание производится, допустим, посередине или где-то вот в этой части, да, может быть, в двух местах. Если вы наращиваете мягкими частями и даже делаете двойные трубочки, стойки, то, возможно, при нагрузке на дно изделия
произойдет деформация. И это будет не очень хорошо. Что можно сделать? Можно места наращивания сдвинуть в разные стороны, и тогда жесткость будет по всей длине одинаковая. Или одну из трубочек, у одной из трубочек мягкую часть подрезать до того момента, когда она уже будет плотная, и просто нарастить. И также в этом случае я рекомендую все-таки немножко выложить их со сдвигом. Ну и наконец-то приступаем к практической части. Я свою форму установила на доску, на которой буду крепить стойки и плести. При помощи фломастера или можно карандаша обвела форму и убрала. И после четких замеров поняла, что моя форма немножко у нее ушла диагональ. Обычно я за то, чтобы все формы на коробах были идеальны, до миллиметра и четкие. Но не в этом случае, потому что я буду плести подарочную корзину именно вот такой квадратной формы. И хочу, чтобы она была вот такая вот индивидуальная, неповторимая. Вы также должны учитывать, если вдруг вы сделали форму и после замеров, допустим, да, 25 и тут 25 везде, вот в этих местах вы промеряете ровно, вам также нужно замерять расстояние от угла и до противоположного угла, чтобы диагональ совпадала. У меня здесь немножко она не совпадает, но это ничего страшного, я просто уточняю. Также хочу добавить, что если вы вдруг сделали форму из картона или взяли коробочку, да, нужного размера, и у вас нет нужной диагонали, она у вас расходится в 2-3 миллиметра, то обязательно очертите именно дно изделия по форме таким, какое оно есть. Так как мы потом эту форму будем устанавливать на дно плетеное, если оно будет изначально правильным, то наши угловые стойки просто не совпадут. Учитывайте это. Итак, на поверхности я выложила 10 стоек двойных вальтом. Как вы видите, здесь у меня скрутка, здесь та часть, с которой мы начинаем трубочку скручивать. Выложила таким образом, чтобы хвостики на одинаковом расстоянии выходили из-за очерченных линий моего будущего плетеного дна. И фиксирую их при помощи малярного скотча. И как вы заметили, да, что стойки я не стала наращивать друг с другом подвое. Сделала это из-за чего? Если бы я их стала наращивать, мне пришлось бы сделать со сдвигом стойки или укорачивать их, как я уже объясняла. И тогда бы мне просто не хватило высоты нужной, чтобы закончить плести стенки своей будущей корзинки. И я решила выйти из положения следующим образом. Так как они лежат у меня вальтом, вот здесь у меня целая трубочка, разрезанная ровно пополам. После того, как я дно все свое сплету, хвостики останутся торчать, и я просто их наращу методом подстановки, наращивания друг на друга мягкими частями. Вот таким образом. После того, как я проплету один ряд и стану поднимать стойки, вот как раз в этих местах они будут мягковатые. Самое главное, что у меня вот здесь дно будет очень прочным. Приступаем к плетению дна, и нужно оставить стойки боковые такого же точно размера, как и те, что образуются впоследствии после наращивания. Вымеряем, смотрим, фиксируем от первой стойки. И плетение начинаем заводить рабочую трубочку не за первую стойку, а за вторую. Кстати, я хочу обратить ваше внимание, что количество стоек у меня четное. Именно такое количество стоек я рекомендовала в одном из своих видео для того, чтобы впоследствии при выплетании все мои рабочие трубочки выходили из-под крайних наверх.
как слева, так и справа. Это очень удобно. Если будет у вас нечетное количество стоек, то тогда одна рабочая трубочка будет выходить из-под крайней стойки, а другая поверх. То есть ее нужно будет загибать. И это доставляет неудобства. В принципе, плести так можно, но не очень, повторюсь, удобно. Поэтому четное количество стоек и плетем дальше. Довела до следующей стойки и смотрю сразу. Плетем ситцем под, потом поверх опять завожу за стойку. И понимаю, что здесь, когда я буду делать наращивание, у меня вот до этого момента трубочка очень мягкая. Поэтому наращивание произвожу в плотной части рабочей трубочки. Срез делаю наверх, за стойкой. И для необходимости, для ее заужения, можно заострить. Завожу за стойку, выкладываю ровно. Первый ряд всегда дается очень тяжело, поэтому не торопимся и обязательно сразу фиксируем наши стойки ровно. У меня сейчас не расчерчены линии, по которым я должна ориентироваться. Если вам это необходимо, то можете это сделать. И вот я дошла до моей крайней стойки правой. Загиб буду делать именно ориентируясь по очерченной линии. Слегка проминаю ее, загибаю. Так. Здесь мне хватает еще длины рабочей трубочки. Поэтому плету дальше. Раз, подогнула. И опять срез наверх. Более подробно на способах наращивания я останавливаться не буду. Есть у меня отдельное видео на канале. Ссылки обязательно я оставлю в описании. Так что заходите туда и сможете сами все увидеть более подробно. Выкладываю рабочую трубочку, довожу ее до стойки. Над стойкой делаю подгибчик небольшой и затем завожу за стойку. Завела. Слегка ноготочком промяла, буквально 5 миллиметров, развернула. Развернула и вижу, что мне сейчас уже нужно делать наращивание, так как длины трубочки не хватит. Ну, как бы длины трубочки хватает, но по правилам наращивания, о котором я вам только что рассказывала, вы посмотрите, делать так нельзя. Наше плетение должно быть плотным и аккуратным. Так, развернули снова рабочую трубочку и плетем в обратную сторону. Завела за стойку, эту стоечку прижимаю ровно. Завожу поверх следующей, и за которую сейчас мне нужно завести, снова над ней делаю небольшой подгибчик, фиксирую, завожу за стойку. И так далее. Теперь смотрите, мне, по идее, длины трубочки хватает, чтобы вот в этом месте нарастить. Но если я буду здесь наращивать, то тогда трубочка может просто рабочая нарощенная выскочить, и будет здесь очень некрасивое место. В принципе, я умею выходить из положения, но если вы новичок, не рекомендую делать именно вот в этом месте наращивание на крайних стойках. Делайте его заранее, чтобы ваше дно было аккуратным как с лицевой стороны, так и с изнаночной. У рабочих трубочек концы я слегка подрезаю и обязательно прокапываю клеем. Клей я использую полимерный, который находится у меня, как видите, в шприце для удобства. Полимерный клей, он контактный и быстро схватывает трубочки между собой. Единственное, не наносите
много клея в трубочку, иначе они могут выскочить друг из дружки. Его нужно совсем-совсем чуть-чуть. Все, опять завела за крайнюю стойку. Если нужно, подправила. Слегка промяла на 5 миллиметров. Почему 5 миллиметров? По толщине трубочки ориентируюсь. И плюс еще на 1-2 миллиметра с запасом. Так что даже может быть больше 5 миллиметров ориентировочно. Загибаю, ориентируясь по линии, не по трубочке. Ориентируясь именно по линии, которая у меня расчерчена. Вот видите? И дальше я ее обняла, крайнюю стойку, вывела рабочую трубочку в другую сторону. И теперь слегка прижимаю, как бы фиксирую. Вот. Довожу до следующей стойки. Опять подгибаю слегка. Завожу за стойку. Стойку выпрямляю, фиксирую. Поправляю следующую. Опять довела, фиксирую тыльной стороной пальцев мою рабочую трубочку. Аккуратно ее вдоль предыдущего ряда довела до стойки, легкий подгиб, приподнимаю слегка стоечку и завожу. Также обращаю ваше внимание, что мои стойки, они не высушены полностью, а слегка подсушены. Я нахожу для себя это удобным. Если вам лучше плести на высушенных стойках, то тогда вы должны дождаться их полного высыхания. Нарастила, слегка подогнула. Излишки клея, если что, нужно все убирать. И аккуратненько завожу, приподнимаю стойки, завожу. Постоянно, когда я выплетаю, постоянный контроль над стойками, чтобы они стояли ровно и параллельно друг другу. Вот эти крайние стойки, видите, они стремятся завернуться вовнутрь. Особенно вот эти крайние, следующие и вот третья. Поэтому мы при выплетании немножко разводим их в обратную сторону. Опять довела до крайней, завела, слегка промяла и развернула. Зафиксировала, завела за следующую стойку. Учитывайте, что у вас здесь должен оставаться промежуток, так как идет трубочка, и ровно на это расстояние вы должны оставлять этот самый промежуток. Снова наращиваю трубочку. Фиксирую стойки, фиксирую рабочую трубочку. Слегка делаю подгиб, фиксирую аккуратненько, завожу за стойку. Довела опять до крайней. Опять слегка проминаю, разворачиваю. Если видите, что она прям плохо загибается, начинает вот эту крайнюю стойку в нее упираться, прям сильно на нее давить, тогда еще можно немножко промять. Фиксирую правильно крайнюю стойку, разворачиваю рабочую, ориентируюсь на линию и снова подгибаю. Наращиваю. Нарастила. Завела. Снова выравниваю крайние стойки. Не тороплюсь, а слежу за ними. Чтобы достигнуть ровного плетения при выплетании прямоугольного дна, не нужно надеяться, что ваше плетение через несколько раз станет идеальным. Достигнуть хорошего ровного плетения достаточно тяжело. При выплетании именно прямоугольного дна, я имею в виду. Но отчаиваться не стоит. Нужно
ставить цель перед собой и много и упорно тренироваться. Сплести очень много всяких прямоугольных донышек. Так, развернула. Опять по линии ориентирую, стоечку выпрямляю, фиксирую, подгибаю. И здесь такой еще важный момент. Если у вас стойки, да, я всегда об этом говорю в своих видео, расстояние между стойками должно быть ориентировочно около 3 сантиметров. Я имею в виду, вот, если двойные стойки, да, то от центра между ними до следующего центра. Здесь у меня около 3 сантиметров, чуть больше 2,5 где-то, даже не замеряла. Давайте замеряю. 2,5 ровно. Так вот, мы должны проплести такое количество рядов, чтобы соотношение между стойками, которые у нас сейчас установлены и которыми будем выводить в бок, оно было примерно одинаковым. Вот я 3 ряда проплела и сейчас уже буду выводить снова боковые стойки. Если расстояние между стойками у вас меньше, соответственно, вы либо более плотным делаете плетение, да, уплотняйте его, либо делайте не 3 разворота, а 2, допустим. Сейчас у меня, как вы видите, длины трубочки хватает. Я имею в виду вот этой и вот этой. Чуть-чуть даже побольше. Просто вам здесь не видно. Если вдруг у вас где-нибудь наращивание в этом месте, ну или в этом, и трубочка будет выходить вот на таком расстоянии, да, на маленьком, либо вы здесь потом впоследствии будете наращивать эту стойку, либо все-таки сделаете наращивание, допустим, здесь, потом через какой-то промежуток, чтобы у вас выходило нужный по размеру кончик трубочки для будущих стоек. Беру вновь рабочую трубочку и вывожу ее из-за первой, под первой, из-под нее. Вначале мы, когда начинали плести, мы заводили за вторую, сейчас за первую. И ориентируемся по первой трубочке, чтобы сделать нужную длину. Доводим. И проплетаем. Наращиваю, завожу. Так, длина трубочки. Здесь у меня 15,5 сантиметров. Здесь 15. Но не критично. Мне надо было, чтобы у меня здесь была трубочка тоже в 15 сантиметров. Так, вам не видно. Вот здесь я имею в виду. Я ее замерила 15 сантиметров. То есть критичная отметка длины выводимых боковых стоек 15 сантиметров. Здесь мы вывели вторую стойку двойную. У нас же здесь двойные. Оставляем. Снова вывожу на нужное расстояние слева. И теперь выкладываю поверх, завожу вторую рабочую, следующую, точнее, рабочую трубочку опять за вторую стойку. Стоечки все сразу выпрямляем, не забываем. Все, пора делать наращивание. Трубочки у меня плотные, накрученные на спицу 1,2 миллиметра. Ширина полосы 10,5 сантиметров. Я плету корзину подарочную для мужчины к 23 февраля, поэтому она должна быть более брутальной, более грубой. Также можно использовать, если, допустим, вы просто корзинку любую подарочную плетете, трубочки абсолютно любого диаметра. Это для тех, кому будет интересно. Все, наращиваю. И далее процесс плетения повторяется.
ровно до тех пор, пока я не проплету до нужной мне высоты все изделие. Также и далее действую, да, плету до, проплетаю 3 разворота, снова вывожу по 2 стойки и так до конца. Хочется мне еще, знаете, что вам добавить? Иногда, когда ваше изделие каких-то таких размеров, и может случиться такое, что при выплетании последних рядов, да, у вас, допустим, остается 1 разворот или 2 разворота, то выход есть всегда. Либо уплотняйте плетение, либо убирайте с другой стороны вот эти проплетенные ряды. Даже если здесь у вас будет, допустим, 2 разворота, то ничего страшного. Предвидя ваши вопросы о том, что очень много трубочки я в конце обрезаю, я повторюсь, есть видео о правилах наращивания. И если вы хотите, чтобы ваши работы выглядели опрятно, достойно, красиво, то не нужно пренебрегать этими правилами. Нужно просто научиться чем-то жертвовать. И тогда все у вас будет очень-очень красиво и аккуратно. Я тоже поначалу долго привыкала, потому что трубочки хотелось сэкономить. Но иногда экономия выходит совсем не экономной. То есть, когда ты в итоге получаешь изделие не очень хорошего качества на выходе, то это еще больше расстраивает, чем потеря, допустим, 1 или 2 десятков трубочек за всю корзину лишних. Я считаю, что это невысокая цена при выплетании красивого изделия. Так, давайте я вам сейчас покажу все-таки, как можно нарастить аккуратно нашу трубочку рабочую именно на крайней стойке. Во-первых, я ее выпрямляю. Если вы новичок, то рекомендую расчертить, допустим, на бумаге или миллиметровке, да, вертикальные линии, по которым будут располагаться ваши стойки, и горизонтальные, чтобы уровень плетения был одинаковый. При маленьком опыте вот эти вот ряды, они постоянно пытаются неровно плестись, скажем так. И даже у меня, если это большое количество рядов, все равно бывают какие-нибудь перепады. Небольшие, но они очевидные. Так, в целях экономии трубочки я иногда поступаю так. Довожу рабочую трубочку до стойки, до ее края, но не с правой стороны, не с наружной, а с внутренней. Делаю подгибчик. И опять же делаю срез до подгиба, срезом наверх, заостряю. Подрезаю рабочую трубочку, прокапываю клеем и аккуратно наращиваю. Здесь самое главное, чтобы стык весь был закрыт. И чтобы когда мы трубочку будем заводить, да, при заводе трубочки за стойку, никакие изломы не получились, она не выскочила, и все было с изнаночной и с лицевой стороны одинаково. Только при детальном микроскопическом рассмотрении можно было увидеть это наращивание. Так, сейчас, чтобы сгиб здесь не образовался, я его сгибаю чуть дальше. Фиксирую трубочку и аккуратно завожу. Завела. Ну и далее все то же самое, слегка проминаю и разворачиваю.
завожу. Так тоже можно делать, но нужно иметь особую сноровку. Я, к сожалению, сейчас не могу вам показать, как это выглядит на изнаночной стороне. Но поверьте, там все аккуратно. Сейчас на левой стороне, почему я этого не делаю? Потому что я не уверена, что именно на развороте с левой стороны у меня получится все аккуратненько. Просто вам показала. Сейчас снова дохожу до крайней и опять третий разворот. Ориентируемся по крайней линии. Выравниваем вовремя стойки, чтобы расстояние между ними было одинаковым, чтобы они шли параллельно друг другу и прямо. И вновь вывожу трубочку для стойки будущей. Плету дальше. И сейчас заканчиваю снова. Дошла третий разворот. Последний. Так, хватит тут. Да, хватит. Нет. Вот смотрите, я момент вам показываю, что если даже я вот в этом месте сейчас сделаю наращивание и буду выводить трубочку наружу, то длины стойки мне необходимой уже не хватает. Поэтому что делаю? Вынимаю и наращиваю вот в этом месте, про что я вам и говорила. Нарастила, проплела и снова наращиваю. И теперь у меня боковая трубочка, которая будет в последующем стойкой, нужной длины, в общем-то. Сейчас мне расстраиваться не нужно. Я поступаю следующим образом. Снова подрезаю трубочку для наращивания, прокапываю ее клеем, как вариант. Да, в целях экономии я показываю, что можно поступить так, как вариант. Нарастила. И местом наращивания, как обычно, делаю подгиб, вывожу за первую стойку. И проплетаю. И как вы видите, здесь опять останется маленький хвостик, и мне придется сделать наращивание вот в этом месте. Единственное, что я потеряю трубочку наименьшей длины. Вот и все. Я же сейчас это расплету. Хочу вам показать кое-что. Если у вас дно очень больших размеров, да, большой площади,
то очень важно еще дно закрепить не только дополнительными стойками, там расстояние над ними и так далее. Можно проплести веревочкой двойной. Вот вы плетете ситцем, и вот в этих местах, где вы стойки выводите, проплетать веревочкой из двух. Как это делается? Вывожу. Так, вот так возьму. Это уже испорчено. Вывожу на таком же расстоянии стойки, только одну трубочку под стойкой, другую над стойкой. И начинаю проплетать веревочку. Наращивание также произвожу за стойками. Так, сейчас, секунду. Но это я все образно показываю, потому что дальше я вот это все уберу и буду плести, как и плела, обычным ситцем. В общем, смысл: проплетаю двойную веревочку. Это помогает мне, во-первых, если вы только начинающий плетельщик, да, очень четко веревочка фиксирует стойки. То есть вот вы 3 разворота сделали, проплели веревочкой. Вообще классно фиксирует. Очень прикольный вариант, чтобы избежать вот этих шатающихся, наклоняющихся вечно стоек. И во-вторых, укрепляем наше дно. Фиксируем его. И сейчас, вот смотрите, ту рабочую трубочку, которую я завела под стойку, я ее буду выводить наружу. Дальше обвела вокруг крайней стойки и продолжу плести ситцем и делать развороты. Эту же трубочку также у меня останется, и получается 2 стойки также выходят наружу. Я же все убрала и продолжаю плести обычным ситцем. На самом деле ситец, если правильно его плести четко, то он тоже очень-очень плотное плетение дает, прочное. Просто не каждый может его выплетать, потому что постоянно приходится контролировать стойки. На самом деле он очень удобен. При наименьшем количестве трубочек выплетается большее количество рядов, то есть поднимаются стенки быстрее. Так, проверяю снова длины трубочки, хватает мне или нет. Да, хватает. Если вы будете плести, допустим, двойной веревочкой, то у вас уйдет в 2 раза больше трубочек, нежели на эту же высоту при использовании ситца. Надеюсь, правильно объяснила. Они вроде бы похожи, эти плетения, да, но в то же время разница очень очевидна и большая. Я сейчас заметила пятнышко. Поближе вам покажу. Вот у меня здесь пятнышко. Трубочку выну. На трубочке пятнышко. Когда я стала ее наращивать, пятнышко развернулось лицом вверх, и оно будет бросаться в глаза. Поэтому я трубочку сильнее проворачиваю, убираю не вниз, а в бок. Так можно скрыть все нюансы, которые нужно скрыть. Так, что-то тут у меня упало. Убираю. Видите, я когда вот эту вот трубочку поверх, которая ложится, выкладываю, я ее слегка подгибаю. После линии сразу эту фиксирую, крайнюю стойку, эту подгибаю. И все. И плету дальше. В общем-то, тут ничего не меняется.
все по-прежнему. Придерживаемся четких линий контрольных боковых, потому что от того, как мы сплетем дно, будет зависеть внешний вид нашего изделия и вывод стоек для плетения стенок. Также я не напомнила вам, да, что у меня линии сейчас не прямо идут, поэтому стоечки могут немножко косить. Все это нужно понимать. Так, снова буду наращивать на крайней стойке. Что-то я в себя поверила. Аккуратненько уложила, подогнула, завела, слегка промяла, развернула, зафиксировала, завела за следующую. И тут дальше. Я проплела без вас все последние ряды оставшиеся. Вот моя линия. И выкладываю последнюю. Получается, стойку вывожу. Как я вам уже и объясняла, да, то, что если размер какой-то нестандартный, ну, не всегда получается ровно стыковать. Чтобы все было тютельку в тютельку. Вот вы плетете и видите, что у вас не туда и не сюда остается, называется. То можно поступить разными способами. Так. Еще, если вам видно, то вот здесь у меня расстояние от последнего ряда плетения до линии чуть меньше, чем вот здесь. Поэтому я буду выравнивать вот таким вот образом. Все аккуратненько. Так, теперь снова подрезаю трубочки. Сейчас буду наращивать. Прокладываю вторую, получается, еще одну дополнительную стойку в этом месте. Так, мне нужно нарастить здесь и вот так вот как-то. Здесь у меня трубочка уже мягкая, но длины может не хватить. Все нарастила. И у меня осталось ровно такое же расстояние. В одну трубочку я второй ряд дополнительный сейчас вот здесь и проложу. И будет у меня расстояние, точнее размер, тот, который нужен. Для этого я снимаю аккуратно скотчик. Так, сняла скотч вот отсюда, разворачиваю. Уменьшу видео, чтобы было видно и понятно. Теперь, получается, смещаю плетение до линии. И вот здесь буду выкладывать последнюю стойку дополнительную. И выровняю плетение до нужного размера. Здесь плетется все наоборот. Подрезаю. Аккуратно берусь за вот эти хвостики последние, потому что сейчас я в них буду вставлять дополнительные трубочки, которые пойдут у меня на стойке.
Так, ну здесь трубочка покороче была, ничего страшного, если что, я ее просто наращу. Все. Теперь обратно возвращаю. Так, почему что все? А, ну правильно все получилось. Развернула все обратно. Мне важно сейчас не перепутать. Вот этот у меня левый, правый угол. Я его точно так же пометила на форме. Потом форму буду вставлять сверху. Сейчас я это и сделала. Смотрю, у меня все четко. Но вам не видно сверху, а мне все видно. Теперь беру, как я и говорила, вот эти трубочки длинные. При помощи линейки нахожу серединку. Сначала их нужно ровно выложить. Нахожу серединку и разрезаю. Так, те трубочки, которые имеют у меня полую часть, я их прокапываю клеем. Что мне там? Нет, чуть-чуть лишнего вылилось. И наращиваю, получается, те трубочки, которые имеют скрутку на концах. Кручу, кручу, кручу до упора. До упора. Все очень хорошо получается. Не вызывает никаких проблем. А те трубочки, которые наоборот со скруткой у меня остались, я их сейчас буду вставлять в прокапанные уже на моем дне трубочки. Но если это мне сейчас проблематично это сделать, я вам покажу, разнесу клей по старинке прям по самим кончикам. Ой, много-много-много выдавила. Излишки можно даже убрать. И теперь вальтом их также и наращиваю. Вставляю вовнутрь, проворачиваю до упора. Излишки клея сразу убираю. Иначе останутся белесые пятнышки. Все, опять вставила, провернула. Вставила, провернула. Все. Подставила все стойки необходимые. И вот в этих местах я это сделала зря. Объясню почему. Мне сейчас нужно будет подрезать вровень с плетением вот эту трубочку и вот эту. Прям видите, вровень с плетением. Для чего я это делаю? Буду выводить угловые стойки. Они у меня и так будут двойные. А вот эти дополнительные, они просто будут мешаться. Будет неудобно их захватывать и может повести стойки в разные стороны. Так, еще мне нужно будет здесь. Здесь. Сейчас я буду проплетать еще поверх один ряд плетения, и все скроется. Так, здесь. А здесь, получается, мне нужно будет обрезать аж целых 2 стойки, так как у меня их выходит 3. Так, все обрезала. Убираю в сторонку. Беру 2 рабочие трубочки. Сминаю кончики. С этой стороны скрутка, а это там, где мы обычно клеем прокапываем. Хорошо сминаю. И где мягкая часть, немножко наискосок, прям слегка подрезаю. Вот получается вот так. Теперь беру клей
Так, фокус, фокус, ловись. И промазываю слегка все клеем. Раз, два. Между собой. Клей контактный, его надо прям совсем-совсем чуть-чуть. В том месте, где у меня выходят стойки, мне нужно подставить 2 дополнительные трубочки. Я буду плести двойную веревочку. Так, переверну. И буду вам поближе показывать, чтобы было все видно и понятно. В общем, нужно все аккуратно вровень с последним рядом плетения ставить. И оставить подклеиваться. Здесь то же самое, только за вторым рядом прячу. Вот так. Вывожу вовнутрь, как положено. И вновь переворачиваю на лицевую сторону. Вот они, получаются, мои в плетении рабочие 2 трубочки. И стойки, из-за которых они выходят, я на всякий случай помечу, чтобы мне было понятно. И вам в первую очередь. Жду 3-5 секунд. Пока рабочие трубочки склеиваются, я подгибаю угловые стойки друг к дружке и выставляю их по центру. Четко. В разные стороны. Раз и все. Так. Ну что, я буду их проплетать вместе. Рабочие трубочки подсохли. Аккуратно их выкладываю вдоль плетения. И начинаю плести. Веревочка из 2. Вот там, где у меня сейчас стойки выходят, да, плетение может зажаться. Поэтому не очень плотно прижимаю веревочкой свой ситец, потому что размер от этого может пострадать плетеного дна. И далее. Так, поближе. Приближаю все. Смотрите. 2 рабочие трубочки. Одна снизу выходит, другая поверху. Беру левую крайнюю, которая вверху у меня, вывожу до вот этого места. Вот здесь. Здесь немножко нужно даже подрезать, наверное, чтобы у меня вдоль плетения так шло. Вот это место, я его сгибаю вот таким образом. Раз, загнула, завела под стойки ровным уголком, четко. Верхнюю опять трубочку поверх выкладываю, точнее нижнюю поверх, и там же, в этом же месте, загибаю уголок. Все получилось четко. И далее завожу, тут уголок держу, завожу за следующую стойку рабочую трубочку, переворачиваю. Ставила, теперь смотрите, выставляю поверх четко плетеного дна форму, проверяю, правильно ли я ее подставила, все ли совпадает, тем углом или не тем. Все должно быть четко. Когда все я выставила, как вы видите, да, вот этот рядок, он проходит, как я и говорила, с выносом со всех сторон. Здесь, здесь, ну и там по задней стенке то же самое. Фиксирую коробочку, и мне нужно обязательно форму свою утяжелить. Так, утяжелила, выставила. И теперь поднимаю стойки и закрепляю их скотчем бумажным. Зафиксировала малярным скотчем все стойки. Угловые, как вы видите, четко вышли по углам в нужном месте, что не может не радовать. В таком положении оставлю стойки
до проведения следующих работ, а именно выплетания стенок. Но это вы увидите в следующем видео. И на этом я с вами прощаюсь. Спасибо всем огромное за просмотр. Желаю творческих побед и пока-пока.